Наши родители постоянно говорили нам: не играй, думай о будущем. Но, судя по всему, наше будущее – это играть в игры. Большую часть истории человечества заработок ассоциировался либо с сложным физическим трудом, либо с войнами и грабежами. И только торговля, а именно обмен одних ценностей на другие ценности, выгодно выделялась на фоне сложного физического труда и грабежей. Появление биржевой торговли было первым шагом к превращению заработка во что-то интересное. Именно поэтому у нас есть игроки рынка, которые играют в биржевые игры. Еще одной известной формой выигрыша, а точнее сказать проигрыша денег, является игра в казино. Люди очень любят играть в казино, но несмотря на то, что они там проигрывают деньги, а не выигрывают, это не останавливает их от игры. Развитие высоких технологий и интернета сделали биржевую игру массовой и общедоступной. Многие сравнивают торговлю криптовалютой с игрой в казино. И действительно, есть одно очень важное сходство – это азарт. Но что же отличает биржевую игру от компьютерной игры? Компьютерные игры менее азартные, но более увлекательные, чем биржевая торговля. И менее азартны они, потому что они менее прибыльные. Ну как сказать менее прибыльные? Они менее прибыльные для игроков, но не для создателей компьютерных игр. На данный момент рынок компьютерных игр превышает рынок всего кинематографа и рынок всей музыкальной индустрии вместе взятой. Например, такая игра, как World of Tanks, который выпускает виртуальные танки и продает эти виртуальные танки, стоит куда больше, чем Министерство обороны России, которое производит реальные танки и продает реальные танки. То есть играть в войнушку намного выгоднее, чем вести реальную войну. Но у компьютерных игр есть одно большое упущение. Прибыль с этих игр получают либо создатели этих игр, либо лучшие игроки в эти игры. Но все изменилось с появлением блокчейна, который приносит азарт биржевой торговли в компьютерные игры, или, если посмотреть с другой стороны, приносит увлекательность компьютерных игр в биржевую торговлю. Раньше компьютерные игры считались детскими игрушками, потому что мы не могли обменять цифровое золото из игр на какие-то реальные ценности. А теперь блокчейн сделал так, что мы можем обменять цифровое золото из игр на какие-то вполне реальные ценности. Более того, само это цифровое золото становится реальной ценностью. На биржевую торговлю мы можем посмотреть как на какую-то примитивную игру с дурацкой графикой, где вы едете на машинке, и вам надо сначала поворачивать влево, потом поворачивать вправо и вовремя заходить во все эти повороты. Появление баунти-компаний привнесли в блокчейн что-то наподобие онлайн-квестов. Пойди туда-то, сделай то-то, получи сё-то. Трейдеры часто говорят о том, что нужно выработать свою стратегию на рынке. То есть, грубо говоря, все это можно сравнить с какой-то макроэкономической стратегией, где вам нужно думать о микроэкономике. Многие DeFi-платформы напоминают собой компьютерные игры. Они имеют какую-то пеструю раскраску, интересные завлекательные названия и уже мало чем-то походят на традиционные финансовые инструменты. И вот так постепенно мы понимаем, что заработок должен быть не только азартным, но и увлекательным. Мы переходим от DeFi к GameFi. В первую очередь хотелось бы сказать о двух новинках, в которые вы сможете поиграть уже совсем скоро. Первое – это глобальная космическая стратегия на блокчейне Solana. Называется Star Atlas. В этой игре присутствует как макроэкономика, так и торговля и дипломатия. Вы сможете быть либо торговцем, либо строителем своей империи, либо пилотом космического корабля. И самое главное, что когда вы будете строить свои космические базы и добывать ресурсы на неизвестных планетах, вы сможете обменивать эти ресурсы на реальные цифровые ценности. Если раньше в DeFi вы просто перекладывали одни цифровые ценности из одного пула в другой,
Зато в Star Atlas вы будете строить свою базу, добывать ресурсы, а после обменивать эти ресурсы на реальную криптовалюту. Ваши родители будут говорить: долго ты еще будешь играть в эти компьютерные игрушки? А вы будете отвечать: ну, мам, я с этой компьютерной игры квартиру оплачиваю. Вторая игра – это The Strange Clans, сделанная на блокчейнах Cosmos и Akash Network. В ней вам предстоит создавать своих персонажей, которые представляют из себя NFT, и отправляться с этими персонажами в увлекательное приключение. А все сокровища, которые вы добудете командой в этих приключениях, вы легко сможете обменять на вполне реальную криптовалюту. Но чтобы вы смогли осознать размах GameFi, нужно понимать, что уже выходят целые блокчейны, которые посвящены созданием игр. Вот два проекта, у которых уже стартовали тестнеты. Первый блокчейн – это блокчейн Game. Это такой гейм-хаб, на котором создатели игр и энтузиасты смогут создавать свои игры. Game сделан на Cosmos SDK, что объединяет его со всей экосистемой Cosmos. Основная сеть блокчейна Game стартует 1 декабря 2021 года. Совсем скоро. Второй блокчейн для того, чтобы создавать и играть в игры, называется Pylons. Его тестнет тоже уже запущен. Разработчики Pylons разрабатывают свой SDK, который поможет другим разработчикам создавать игры на блокчейне Pylons. Теперь разработчики будут разрабатывать не скучные смарт-контракты для пиксельных NFT, а интереснейшие смарт-контракты для NFT, которые будут участниками гигантских игровых вселенных. Ну, если вам понравилось наше видео, то ставьте лайк. Обязательно оставьте свой комментарий, какие GameFi проекты вы еще знаете. Подписывайтесь на канал Forklog, чтобы быть в курсе последних новинок GameFi индустрии. А я пошел в игрушки поиграюсь.